Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Сегодня я вам покажу такой вот узор ажурный, который вяжется очень просто, запоминается легко и действительно красиво смотрится в изделии. В данном случае вот я вяжу сейчас летнюю такую маечку реглан, и у меня уже провязано 2 раппорта. Вот так оно выглядит поближе, смотрите. Красиво смотрится. Вот именно в таких вот летних вещах. Раппорт состоит из 2 петель и 12 рядов в высоту. Первые 2 ряда это у нас будут изнаночные. Третий, четвертый ряд это идут петли лицевые. Дальше 5, 6 ряд опять у нас изнаночные. И с 7 ряда начинается вот эта вот сеточка. В 7 ряду у нас получается 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, а затем накид. В 9 ряду накид, а затем 2 петли вместе с лицевой с наклоном влево. И в 11 ряду точно так же, как и в 7. Итак, я уже провязала 4 ряда, 2 ряда изнаночных и 2 ряда лицевые. Сейчас идет у нас 5 ряд, и это будут изнаночные петли. В 6 ряду то же самое. То есть сейчас опять мы вяжем изнаночные петли. Провязываем полностью вот этот вот ряд. И затем следующий то же самое. Изнаночные петельки. Итак, 7 ряд. 2 петли вместе с наклоном влево, а затем накид. Я вот немножко уже провязала. И вот эти вот накиды. А это 2 петли вместе с наклоном влево. Провязываем. Смотрите, у меня первая петля будет 2 петли вместе с наклоном влево. Первую петлю мы снимаем, вторую провязываем и набрасываем ту, которую мы сняли, вот на эту. Это получается 2 петли вместе с наклоном влево. Дальше идет у нас накид. Все. И повторяем. Опять эту мы снимаем, следующую провязываем и набрасываем предыдущую. И опять делаем накид. И таким образом мы с вами повторяем до конца этого ряда. Это у нас 7 ряд. Так, в 8 ряду все петли лицевые, в том числе и накиды. Вот этот накид тоже провязан лицевой петлей. И дальше до конца ряда. Девятый ряд. Первый накид, а затем 2 петли вместе с наклоном влево. Смотрите, вот у меня было это начало ряда. И мы начинаем накид, 2 петли вместе с наклоном влево. Эту мы снимаем, вторую петельку провязываем и набрасываем предыдущую. И таким образом повторяем накид, 2 петли вместе с наклоном влево. И так до конца ряда. После этого опять будут все петельки лицевые. Вот мы 9 ряд провяжем, будет 10 ряд петли лицевые. 11 ряд. 2 петли вместе с наклоном влево и накид. Вот смотрите, вот это у нас был накид, мы его провязывали, поэтому это у нас будет первая петля. Провязываем 2 петли вместе, первую петлю снимаем, вторую провязываем и набрасываем предыдущую. Делаем накид. Вот это у нас идет 11 ряд. И повторяем. Снимаем, провязываем петлю, набрасываем ее и опять накид. И вот таким образом у нас это будет последний 11 ряд
с таким наклоном влево. Дальше мы будем провязывать 12 ряд, и он у нас будет лицевой. Последний ряд у меня уже провязан. И вот так вот выглядит поближе этот узор. То есть здесь уже 3 раппорта. Вот у нас первый раппорт, затем второй раппорт и третий раппорт. Если вязать в поворотном вязании, то здесь все очень просто. Нужно вязать по рисунку. Вот смотрите, у нас эта схема. Вот у нас первый ряд, он будет как в поворотном, так и в круговом. Если мы будем вязать в поворотном вязании, то второй ряд у нас будет по рисунку. То есть на изнаночной стороне уже будут не изнаночные петельки, а лицевые. И мы должны будем вязать именно лицевые. В третьем ряду то же самое. По лицевой стороне это у нас петельки лицевые. В четвертом ряду у нас, получается, будут изнаночные. То есть мы в изнаночных рядах, если в поворотном вязании, вяжем именно вот таким образом. Если же это будет поворотное вязание, то в четных рядах, втором, четвертом, шестом, восьмом, десятом и 12 мы будем вязать по рисунку. На этом у меня все. Если это видео было вам полезным, я буду очень рада. Всем большое спасибо за просмотр и всего доброго.